Check. Hey! Hello everyone! Welcome to Moscow, Russia, to my studio. Yeah, and many thanks to Teenage Engineering for creating this greatest synthesizer in the galaxy, you know? And for opportunity to meet you all today and introduce our Russian community. Yeah. Today we will meet with 4 operators. They will share Alright. They will share ideas, workflow, and play tiny live sets. Great. Our stream will be in Russian, but you can ask any questions, and our stream moderator Mark will help with translator. Hi, Mark. Okay. Yeah, Mark, are you here? Yeah, I'm here. Yeah, hi. How are you? Doing great. Yes, today's a great evening, and we're just here. We're happy to gather here. Yeah, sure. So, if you have any questions, please write in the chat, and we try to answer you. Yeah. Great. Please. Yeah, sure. Please, guys, write in the chat where are you from and where are you from? Are you watching us? It's interesting. Что пишут? Пишут что-нибудь уже? Так. Москва, всем привет. Mm-hmm. Happy Easter, they say. California, thank you very much. Vancouver, Canada. Love. Even Paris. Hello from India. Wow. Sabrish, hello. Cheers from Barcelona. Great. Cheers from Slovakia. Stockholm, Sweden. Yeah, Teenage sure. Engineering is here. Wow. Санкт-Петербург нас смотрит. Всем привет. Привет, ребята. Всем Petersburg, Russia. Всем огромный привет. Это действительно... Да. Это исторический момент, я считаю, попасть нашим русским сообществом на канал Teenage Engineering и провести здесь стрим. Конечно, невероятные вещи какие-то происходят. Даже не мог представить, что там 3 года назад, начиная пользоваться их замечательными девайсами, когда-нибудь это случится. Поэтому, друзья, мы обязательно сделаем субтитры на английском. Марк, помоги, пожалуйста, с переводом этой фразы, чтобы ребята поняли. Pavel Samplik says that he wouldn't believe it would happen, and we're happy to see everyone, both Russians and people from other countries here, and we will definitely add subtitles to this video later. For everyone. Да, и можете потом посмотреть это 2 раза, в принципе. So you can watch it twice afterwards.
Because music, как это сказать, Дима выручает, что она нас объединит всех. Yeah, the music makes us be together. Yeah. All over the world. Я могу приветы сказать по другим еще странам? Да, давай, конечно. Да. Also Sweden, Australia, Poland. Hello, everyone. Всем привет. Тут тоже Москва, Питер снова, Дубай, even Texas, USA. Thank you very much for joining us. Yeah, thank you. Great stream намечается у нас. Так, ну что, я хотел сказать немного о сегодняшнем вечере. То есть сегодня мы пригласим 4 музыкантов, которые активно пользуются устройствами от Teenage Engineering. Ребята живут в разных уголках нашей большой страны. Ну, в общем, да, и не только нашей страны. Поэтому сегодня, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите их в чат. Мы постараемся их мониторить и отвечать по возможности. У нас не так много на все времени, но будем укладываться. Ребята подготовили свои джемы, подготовили лайвы. В общем, будем как-то экспериментировать, импровизировать. В общем, это все для нас тоже большой эксперимент, поэтому мы рады здесь всех приветствовать и видеть сегодня. Так, Марк, что-то там появляется в чатике? Или все в порядке, да? Ну да. Hi, Lithuania and Italy. Hello, everyone. Yeah. Thank you for joining us. Да, я думал сегодня начать с одного классного музыканта, который не так давно начал заниматься электронной музыкой и использует для этого OPZ, но я думаю, он сейчас сам об этом вам все прекрасно расскажет. Давайте посмотрим небольшое интро, которое он подготовил специально для этого эфира. Привет, меня зовут Артур, проект «Тени лучей». Я живу в России, где-то в лесу, такой классический middle of nowhere. Я с детства пишу стихи и песни на чужую музыку, и вот пару лет назад решил, что было бы неплохо научиться писать свою. Я неплохо играю на укулеле, но для того, чтобы писать аранжировки, я решил освоить синтезатор OPZ. Он маленький, в нем есть все необходимое, и он меня веселит, за что и спасибо тинейджам. Я надеюсь, мой рассказ про мой опыт использования этого синтезатора будет вам в чем-то полезен, поэтому погнали! Привет, Артур! Привет, меня слышно? Да, тебя очень прекрасно слышно и видно, самое главное. Так, ну как ты, где ты сейчас? Я так понимаю, ты дома, да? Вечер уже? Да, я все там же, где-то в лесу. Отлично. Слушай, ну поделись немножко с нами своим опытом, как ты вообще встретился с тинейджем, что для тебя OPZ и вообще как ты его используешь, для чего и где? На данный момент OPZ для меня все, потому что это вообще мой единственный железный синтезатор, единственный мой первый синтезатор. Такое сознательное решение взять какую-то одну вещицу и постараться ее изучить в достаточной степени, чтобы мне этого хватало для творческого процесса. Да, но ты, я так понимаю, в основном записываешь на нее, да, сэмплы, или как это вообще у тебя происходит? У меня очень много всего. Можно сейчас показать, наверное, экран, да, то, что я транслирую. Есть такая возможность? Да. Вот. Я просто хотел рассказать о том, что как бы несмотря на то, что там всего лишь вот один единственный USB Type-C вход, вот, как выяснилось, туда очень можно много всего завести, вот, и пользоваться не только там встроенными синтезаторами, но также там выводить MIDI на железные синтезаторы, выводить просто MIDI-ноты в аудиоредактор, в Android-синтезатор, VCV Rack, вот, какие-то там плагины, а также заводить внутрь OPZ данные там с piano roll, с пэдов, с контроллеров и мидишки с аудиоредакторов. В общем, сначала, просто когда я посмотрел на синтезатор, мне показалось, что он слишком простой и
при этом максимально непонятный, вот, и чем больше ты с ним знакомишься, тем он становится более понятным и сложным в смысле многофункциональности. Вот. Так, я начинаю путаться, поэтому ты можешь задавать дополнительный вопрос. Да, слушай, то есть ты сейчас составил такую табличку именно про то, как ты используешь OPZ, да, как его подключать, какие есть функции, да? Да, совершенно верно. Мне просто хотелось рассказать о нем как о центре своего творчества, потому что к нему можно подключить много всякой разной периферии, и можно снаружи выстроить процесс, потом заводить его внутрь OPZ и работать уже на нем. И в этом, наверное, вся прелесть, потому что в конечном счете можно ограничиться только как бы OPZ и наушниками. Вот. Но за счет того, что есть расширение в виде дополнительных там, возможностей MIDI и возможности подключения аудиосигнала, вот, пользование этим синтезатором становится очень разнообразным. Вот я, собственно, об этом хотел рассказать. Вот. Поскольку я такой юзер зеленый, только начинающий, вот, для меня выработалось такие три уровня начинающего пользователя. Вот. Это первый уровень, когда ты просто пользуешься OPZ как аналоговым синтезатором, то есть ты просто берешь из него сигнал и заводишь в аудиоредактор, потому что ты еще ничего не умеешь делать, не умеешь там строить цепочки и толком работать с автоматизацией, понятия не имеешь, как запоминать step components и прочее. Вот. Да. И, в общем, это немножечко, наверное, странноватый подход, вот, но, тем не менее, для начинающих он самое то, и он становится менее странным, если ты вдруг начинаешь пользоваться чем-то вроде педали эффектов, то есть ты просто заводишь OPZ в педаль эффектов и получаешь гораздо более разнообразное количество звуков, чем то, что уже можно получить из OPZ, из коробки. Вот. Когда ты становишься чуть более опытным пользователем, ты можешь составлять паттерн интересный и джемить на нем, вот, не прибегая там к цепочке эффектов. И уже там следующий для меня уровень пользования — это вот составление цепочки эффектов. Дальше, наверное, тоже есть какие-то уровни, я просто до них еще не добрался. Вот. И то, что будет сегодня в джеме, это как раз вот составление разных цепочек эффектов и подключение к ним аудиосигнала снаружи. Вот. И это тоже отдельная интересная тема, потому что у OPZ всего лишь один вход на 4 контакта, то есть туда можно завести линейный, даже не линейный, а просто сигнал с наушника, с гарнитуры. Вот. Но если к этому делу подключить какой-то небольшой, очень простенький микшер, вот такой вот пассивный, вот, то можно в этот микшер завести все, что угодно. Там, не знаю, туда я заводил вот диктофон такой, ленточный. Класс. Казалось бы, такая ерунда, но можно завести туда ленточный диктофон и благополучно использовать тейп-машину для того, чтобы что-то еще дополнительное накрутить в лайве. То есть он не просто играет внутрь и ничего не происходит, вот, но ты можешь еще и комбинировать этот звук. Можно туда завести радио, можно завести другой синтезатор, можно завести активный микрофон. Вот есть вот у меня вот такая штучка, но в принципе можно использовать что-то вроде диктофона, который просто по линейному выходу отправляет сигнал, вот, и тоже его можно через микшер завести благополучно в синтезатор. Вот. Ну и, естественно, все это можно пропустить еще и через педаль эффектов, что тоже сильно делает более разнообразные работы. Вот. Там в миксе, в джеме тоже увидите это использование. Вот. Но, естественно, сердце OPZ — это секвенсор, то есть то прекрасное, что можно секвенсировать на OPZ. Понятно, что это 4 канала саундпаков, 4 канала редакторов, ну, в смысле синтезаторов, вот. Но там можно запоминать степ-компоненты на каждый отдельный
на каждый отдельный степ, вот, можно секвенсировать даже мастер-канал, то есть здесь есть такое счастье, как изменение тональности паттерна, вот, и можно сделать как бы короткий паттерн, но в мастер-канале указать длинный и менять тональность паттерна, то есть секвенсировать, по сути дела, это свойство, это тоже здорово. Вот. И можно секвенсировать тейп-машину, тоже вот в джеме вы услышите, как сигнал, который заходит в микрофон, он каким-то образом чуть-чуть меняется, вот, иногда сильно меняется, и это тоже, по сути дела, как бы секвенсированная тейп-машина. Вау. Вот. Слушай, да, я не знаю, удалось ли мне объяснить. Не, вполне себе, да. Я просто представляю, о чем ты говоришь, но у меня OPZ был не так долго в руках, мимо делом, то есть. И я вот такие фишки и секреты еще не до конца изучил, поэтому очень интересно ты это все преподнес, мне даже уже захотелось его поизучать поподробней, вот, при случае. Смотри, тут был как раз вопрос в Инстаграме задали, я сегодня делал опрос в течение дня, вот, ребятам, кто сегодня будет у нас участвовать, и вот один из вопросов, почему ты выбрал OPZ и какие педали эффектов порекомендуешь? Что ты можешь сказать про это? Да, почему выбрал OPZ? Очень простой ответ. Во-первых, он дешевле, чем OP1. Вот. Во-вторых, он очень маленький, и поскольку я время от времени перемещаюсь в разные географические точки, мне очень хочется, чтобы мои инструменты были всегда со мной. Да. То есть, чтобы меня не ограничивала в творчестве студия, которую бы я там сделал, где стояли куча разных синтезаторов. Вот. Это все, конечно, здорово и круто, но гораздо удобнее, когда у тебя с собой просто вот эта вот маленькая дощечка, и ты ее просто закинул в рюкзак, и она всегда с тобой. И ты не переживаешь по поводу того, что она занимает много места или еще что-нибудь такое. Вот. И это очень здорово. А по поводу педалей эффектов, тоже я, поскольку мало в этом разбираюсь, я выбрал Zoom MS-70CDR, да, вот, ну, поскольку там много всего, да. Ее можно перепрошить, вот, чем я пока не занимался, но, возможно, как-нибудь займусь. Вот. И она дает очень-очень-очень приятный звук за, опять же, довольно скромные деньги. Вот она прям замечательная. Слушай, круто, да. Ты еще мне прислал видео, где как раз показывал процесс записи сэмплов. Давай я его на фон включу сейчас, выведу, и как раз про него и расскажешь. Вообще, как ты там уходишь, бродишь, и что вообще происходит. Да? Можно об этом рассказать, вот, кстати, в отдельном блоке. Я тут как раз у тебя есть, да, еще? Давай. Блок, да, inspiration, вдохновение. Вот. И, в общем, я начать хотел с MIDI-контроллеров, потому что здесь можно как бы обычный любой MIDI-контроллер подключить к OPZ. Это может быть там Piano Roll стандартный, и в самом OPZ нет возможности через нажатие клавиши передавать силу нажатия, то есть они не восприимчивы к силе. Вот. Но если подключить Piano Roll, вот, то уже можно играть, учитывая силу. Можно серьезно? подключить там... Да, вот. Можно подключить пэдики, опять же, да, то есть у тебя другой опыт использования, как бы другой экспириенс, когда ты используешь вроде бы OPZ, но при этом ты подключаешь к нему другой MIDI-контроллер. Вот. Это как переходить там с пианино на там, укулеле. Вот. Да. И у тебя могут включаться какие-то другие вдохновляющие истории. То же самое там с каким-то простым вот таким вот MIDI-контроллером. То есть, казалось бы, у тебя есть просто возможность там, фейдерами управлять громкостью дорожек, но это какая-то дополнительная степень свободы, которая позволяет тебе что-то новое придумывать, каким-то образом это совмещать. Вот. То есть, в принципе, OPZ можно сказать, что он не только заканчивается на вот своем форм-факторе. Да, в этом-то и прикол. То есть ты можешь к нему подсоединить всякое разное другое барахло и радоваться, используя его, а потом, не знаю, отключить это барахло, опять оставить OPZ, потому что у тебя там записана эта секвенция, вот, со всеми автоматизациями, вот, и там экспериментировать дальше. Это, конечно, совершенно прекрасная вещь. То есть у тебя как бы есть ядро в виде OPZ, вот, к которому ты можешь как все подключить, так и все вообще убрать. Вот. И это очень здорово. По поводу Analog Way, то есть когда у тебя используется
как бы OPZ как аналоговое устройство, как будто это, не знаю, там, как будто это укулеле. То есть ты можешь подключить к нему педаль эффектов и записывать куда-нибудь в рекордер. Вот. Ты можешь, просто не заморачиваясь с тем, как это запомнить в секвенсоре, можешь просто играть джем, вот, и потом удачный момент, записанный, использовать в качестве основы для паттернов песни. Вот. Вот. И вот такие вот какие-то вещи. А про саундпаки, о которых мы с тобой разговаривали, то это прям отдельная интересная вселенная, потому что тут вроде бы немного всего. То есть всего лишь 12 секунд по 24 звука в каждом саундпаке и всего 4 саундпака на паттерн, но тем не менее это довольно много, как оказывается. Вот, просто тебе нужно больше времени потратить на то, чтобы этот саундпак собрать, вот, больше внимания этому уделить, но эта скрупулезность, она только помогает сформировать какие-то отношения с треком, которого еще вроде бы не существует, который ты, может быть, даже еще не слышишь, но ты уже подбираешь какую-то фактуру к звуку, и ты можешь Давай просто я включу скачать тогда готовый. сейчас как раз на фон, Да. о чем ты говоришь. Вот. Да, ты продолжай. Можешь скомпилировать из существующих сэмпл-паков, а можешь записать. Вот. Да, это как раз процесс записи. Вот сейчас вы видите, как Артур ходит по лесу и собирает, коллекционирует все звуки. Это, можно сказать, мейкинг-офф к твоему джему, да? Да. Да, слушай, ну а ты вот городские какие-то звуки уже что-то такое экспериментировал? Или пока с Я вот натуральными только начал. У меня совсем пока небольшое количество сэмпл-паков, но уже какое-то такое ощущение, что очень хочется этим заниматься, хочется слушать разные города, может быть даже, да, было бы клево путешествовать по миру, записывать разные географические точки и делать из этого треки. Это прям, не знаю, похоже, в какую-то уже мечту формируется, Да. это очень круто было бы. Вот. По поводу подхода к сонграйтингу, опять же, ты можешь сделать паттерн, его варианты и уже составлять из этих вариантов песню. Очень удобно то, что есть возможность составлять цепочки эффектов, цепочки паттернов и сформировать из них песню. Вот. И все-таки довольно, компактный формат и возможностей, и размеров, он приводит к тому, что ты не страдаешь перфекционизмом. Ну, то есть у тебя нет такого прям безумного разброса возможностей, где ты можешь каждую деталь подрегулировать, и это позволяет тебе сконцентрироваться на результате и быстрее приходить к результату. Вот. Единственное, чего мне не хватало, наверное, это какого-то порядка, потому что ты смотришь на это количество кнопок и иной раз забываешь, где у тебя что, какой проект находится. Вот. И я для себя сформировал такую вот табличку, тоже вывожу ее на экран, где у меня 10 блоков в соответствии с количеством проектов, то есть вот здесь 10 проектов есть, и в этой таблице, собственно, 10 блоков. Вот на примере сегодняшнего джема, то есть внутри прописано название паттернов. Когда я работаю с паттерном, я как бы запоминаю, для чего он нужен. Вот. Параллельно могу записать, что можно играть в тейп-машину. Сверху прописываю очередность этих паттернов, chain. Вот. И у меня таким образом образуется порядок. Вот. Я понимаю, что из себя у меня представляет проект. Вот такой вот порядочек. Оно никак не синхронизировано с синтезатором, хотя, наверное, можно было бы заморочиться и как-то это сделать. То есть это все вбиваешь вручную, но все равно это очень сильно помогает. И плюс я добавил небольшое количество информации о сэмпл-паках на каждом из 4 каналов. То есть что-то пришло по умолчанию с синтезатором, что-то я сделал, записал, где-то там оставил пустые места, куда я еще могу записать дополнительные сэмпл-паки. И вот это мне помогает организовать рабочий процесс.
Слушай, да, здорово, ты так подошел, все документируешь, это реально ценно, потому что бывает там, надо откатиться к какому-нибудь старому видео, вспомнить, что происходит, а уже там схему цепочки уже никак не воспроизвести, то есть опять собирать это все заново с нуля. А тут вот на глазах здорово ты разработал такую систему для себя. Ну, в принципе... Да, могу ей поделиться, кстати. Вот. Да, нас сейчас смотрит уже 50 человек, вау. Спасибо, ребята, огромное, ставьте лайки на трансляцию, не забывайте. Вот, все-таки 34 лайка, а 50 человек. Так, непорядок. Вот. И я к чему это? К тому, что если вы захотите, к примеру, чтобы Артур поделился с вами вот такой своей наработкой, табличкой или сэмпл-паком, который вот он записывал специально для этого эфира в лесу, вы можете сейчас прямо в Инстаграме шлепнуть сторис и отметить Артура. У него Инстаграм, сейчас нам Дима поможет, продублирует Инстаграмчик Артура в чат, вот, и прямо его отметить, и он вам с удовольствием поделится своими наработками, вот, знаниями и умениями. Круто, круто. Артур, еще что-то есть у тебя, или мы все проговорили? Что планировали? В принципе, все. Остается только сказать, что это чертовски удобная вещь. Она может быть где угодно с тобой, в путешествии, во время перерыва на работе. И я даже иногда, когда уже просто устал, уже когда глаза устали от смотрения в экран, я постоянно сижу за экраном, ты просто берешь OPZ в кровать и прям с закрытыми глазами что-то джемишь, и это тоже здорово. Да, это вечная проблема. Вот сидение за компом, потому что такая же история. Я думаю, все из нас здесь присутствующие более-менее проводят свою жизнь за монитором. Да, это супер разгрузка, действительно, то, что ты взял эту маленькую шоколадку, быстро что-то наделал, ну, реально по размеру, как какая-то коробочка. Ну да, иной раз смотришь, кстати, и думаешь, у этой штуки, типа, нет экрана. Что? Да, Все, в чем проблема сделать экран? А с другой стороны, а с другой стороны, стоит открыть маленький секрет этим людям, которые задаются этим вопросом. Как бы до прошлого века все музыкальные инструменты, даже сильно раньше, все были без экранов. Да, вот и ответ, самый простой вообще на этот вопрос вечный. Да, здорово. Я, кстати, даже об этом не думал. Ты сейчас отличную мысль закинул, я уже прямо, да. Дим, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то у нас вопросы в чате? Там 1-2, если есть, мы быстренько ответим и уже будем переходить к нашему джему. Да, есть один вопрос хороший. Рама Затян спрашивает, может ли OPZ заменить полностью DAW? И да, и там еще у него вопрос следующий. Да. Когда я задавал этот вопрос владельцам OPZ, они мне отвечали «да, может». Вот. Сам я бы, наверное, тоже на этот вопрос ответил положительно, но только при оговорках, что как бы, ты не будешь там писать длинные куски вокала. Вот. То есть, если ты используешь OPZ, в принципе, можно в нем и треки писать, если ты это сразу пишешь в линию, то да, это возможно. Да, ну вот по голосу, ну реально, ты записал музыку в нем, голос уже просто наложил, где тебе удобно. Ну, поверь, очень удобно, круто. Да, Дим, еще? Да, еще один вопрос от него, и говорит, вот интересно, можно ли выступать полностью с техникой Teenage Engineering? Видимо, лайвом имеет в виду, ну, вообще, да. Да, у меня самого было мало опыта подобного, но точно можно, и я к этому опыту обязательно приду, и я видел ребят, которые это делают, восторгаюсь ими, в общем, это возможно, точно. Да, безусловно, ну, сам это и проверил, ну, я по своему опыту говорю. Да, так что, Артур, давай, готовь какой-нибудь нам лайв, и при встрече где-нибудь на территории России что-нибудь такое устроим, поиграем, в общем, круто. Да, ну что, Артур, предлагаю перейти к джему, да? Okay. Спасибо тебе за твое время, что уделил нам и рассказал про свой опыт, это действительно ценно, и надеюсь, мы еще не раз встретимся. Ну, не знаю, как... Еще вопросик появился пока, может быть. Давай, Дим. Вы слушаете чиптюн и следите ли за сценой чиптюна? Я чуть-чуть слушаю чиптюн из как бы всего объема той музыки, которую слушаю. Очень люблю, вот, особенно Go to 80 и несколько групп, которые вылетели у меня из головы. Вот. К сожалению, не слежу за сценой, потому что очень трудно успевать следить вообще за всем. Вот. Но чиптюн люблю.
Да, отлично. Ну что ж, на этой прекрасной ноте предлагаю посмотреть джем Артура, который подготовил специально для этого эфира. Он в записи, но очень классно все выглядит. Поэтому, Артур, спасибо тебе еще раз. Да, все, до скорых встреч. Пока. Вау, что это было? Артур, ну это вообще, конечно, класс. Спасибо тебе еще раз. Заходите на страницы Артура, подписывайтесь. Видите, делает крутые вещи, уникальные и очень аутентичные. И, ну, я такого не видел. Очень круто. Да, вижу, что чатик прямо понравился. Да, очень-очень круто пишут. Amazing, кайф, ambient. Класс, класс. Здорово. Спасибо вам, ребята, огромное за такую обратную связь.
Ну что, я предлагаю двигаться немного вперед, продолжать, потому что у нас есть небольшие тайминги. Вот, и следующий наш гость. Ну, а что я буду его сейчас? Он сейчас сам обо всем вам расскажет. Переключаюсь. Привет, я Андрей, и у меня в жизни есть несколько вещей, которые я по-настоящему люблю. Это моя работа в IT, это велосипеды и путешествия на них, и, разумеется, это музыка. В музыке я оказался благодаря гитаре, на которой мама пела мне песни, когда я был совсем маленьким. Довольно быстро гитара превратилась в электрогитару, потом в бас-гитару, а потом иногда и в контрабас. И внезапно у меня появился OP1, и с тех пор я обнаружил себя в мире электронной музыки. Вокруг меня появилась целая куча этих маленьких смешных калькуляторов, которые называются pocket-операторы. Я понятия не имею, к чему меня это может привести дальше, но останавливаться на этом я определенно не желаю. Андрей, привет! Так, подожди, я тебя не слышу. Размьютимся. Да. А теперь очень даже. Привет. Окей, привет всем, привет, ребята. Классно, что подключился. В общем, как у тебя дела? Где ты сейчас? Дела отлично. Я нахожусь в Польше, в городе Гдыня. Уже 3-й год на самом деле здесь. Так получилось по работе. Вот, и передаю вам всем, в общем-то, относительно солнечный привет. Да, ну у нас уже тоже плюс-минус солнечно, поэтому обменяемся, так сказать, теплом. Да, теплом очень хочется обменяться. Круто, Андрей, да, у тебя такой насыщенный Инстаграм, ты там много чего делаешь со всеми устройствами от тинейджеров, ну, всевозможными. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты встретил их, как нашел и вообще, ну, почему именно они? История на самом деле относительно длинная, но я постараюсь покороче. Да, давай, у нас есть регламент небольшой, поэтому. Да. Я вообще говоря, всегда был бас-гитаристом преимущественно, хотя я играю там на всяких других инструментах тоже. И один раз один из моих приятелей сказал мне, что у него есть вот эти вот маленькие смешные калькуляторы, которые он купил, и ему чего-то не зашло. Не хочу ли я у него их за полцены взять. Это были покет-операторы, соответственно, Sub и Factory. Ну вот, все, что нужно вообще. Да. Я совершенно, я, естественно, согласился, я посмотрел про них чего-то в интернете, и был совершенно шокирован, насколько они всего много могут, и в том числе тем, насколько они разные, насколько у них есть у каждого свои какие-то фишечки и штучки. И спустя немного времени где-то в интернете я обнаружил видео, и это был не Джереми Блейк, не Red Means Recording, это был кто-то из наших русских ребят, видео с OP1, где, собственно, исполнитель использовал LFO, который позволяет двигать девайсом и, соответственно, как-то там рулить параметрами синта. Вот, я был встроенный вот этот гидро, или какого? Я не помню, как он называется, но, короче, один из LFO, который на гироскоп. Вот гироскоп, да. Да. И я полез смотреть, что это за такая штуковина маленькая, которая, в общем, делает на самом деле все вообще, что мне нужно. А мне в тот момент очень хотелось продюсить какую-нибудь музыку под видео, которое мы с женой снимали. И как бы я очень-очень долго изучал, и спустя немного времени мне на одну из барахолок попался OP1, почти как новый, вот, где-то за 2/3 тогдашней цены. Это было прямо очень дешево, особенно по сравнению с сейчас. Я, естественно, там потратил большую часть своих сбережений, купил OP1, и с тех пор подсел на Teenage Engineering, собрал почти все покет-операторы, очень с нетерпением долго ждал выхода OPZ, наконец-то вообще в продажу. Вот, и, по-моему, из первой же партии, которая в России попалась, его купил.
и продолжаю, в общем, честно говоря, приобретать продукты Teenage Engineering все, какие могу, потому что я очень подсел на самом деле на подход к дизайну, на подход, как сделан интерфейс и насколько просто пользоваться. И самое главное, насколько вот эти ограничения, которые в этих устройствах есть, насколько они, в общем-то, продвигают и всячески пушат и бустят, Да, это по-английски говоря, безусловно, реально. креативный процесс. Да, вот так я и оказался, в общем, в этой ловушке. И очень, очень этому рад. Да, слушай, здорово. Вот расскажи, пожалуйста, у тебя в Инстаграме много видео, где ты еще используешь всякие дополнительные программы какие-то вот на iPad, да? Как это вообще у тебя увязалось и всякое такое? Я, собственно, с тех пор, как мой парк синтезаторов вырос до 3, это, наверное, была отправная точка, когда появился OP1, и уже было 2 покет-оператора, я начал пытаться их сначала подружить вместе. Ну, с покет-операторами это просто, с OP1 оказалось чуть-чуть немножечко сложнее, но, вообще говоря, очень тоже просто. И дальше я, соответственно, начал изучать, с чем еще можно, как еще можно. Вот, и, в общем-то, узнал очень много нового для себя, очень открыл много нового софта, в том числе на мобильных устройствах, на там айфоне, на айпаде, и как бы всегда пытался сделать, чтобы это все играло вместе. И таким образом, очень интересная история открылась недавно вот на January, которая покрывает всякие программки, которые делают визуализацию лайвом под звук. То есть ты играешь что-то на синтезаторе или, в общем-то, на любом, на самом деле, устройстве, и у тебя на твоем телефоне или на твоем планшете прямо в такт, в бит генерится какая-то визуальная картинка, сама собой очень красивая, и подчеркивает, собственно, то, что происходит в музыкальном плане. И есть еще целый ряд, вообще целый мир всяких программных решений для, ну, в общем-то, покрывающих DAW, покрывающих всякие разные софтовые синтезаторы, генеративную музыку, то есть когда программа, ты задаешь какие-то параметры, она тебе начинает мелодии генерить сама, вот такие вот вещи. И это большой, огромный мир. И на удивление, в общем, Teenage Engineering продукты, как правило, с этим неплохо дружат, в том числе и покет-операторы. Да, слушай, давай вот, раз у тебя такой большой опыт в этих всех штуках, если кому-то из наших зрителей хочется понять, как вот, как сказать, облагородить, да, ну, грубо говоря, свой там лайв каким-то визуалом, мне кажется, можно сейчас просто отметить Андрея в Инстаграме в сторис, и он вам там скинет списочек, да, каких-то не плагинов, а как это, API-шек, да? Этих. Аппликушек, да, программок. Да, вот, потому что Андрей в этом очень давно и знает, какие классные, какие нет, поэтому, думаю, будет не лишним, если кому-то это интересно. Да, отмечайте Андрея. Да. Надо сказать, что у Teenage Engineering есть программа CopyZ, да. Собственно, его родная программа, да, которая бесплатная абсолютно, ее можно поставить просто так, даже если нет OPZ. И на самом деле, ты про видеолаб говоришь, да? Ну да, согласно моему тестированию, она прекрасно понимает MIDI, то есть, по большому счету, даже не имея OPZ, на ней можно делать визуализацию какую-то, ну, довольно простую и средней сложности, просто управляя и по MIDI с любого MIDI-устройства. Так что здесь есть варианты, на самом деле, потому что большинство этих программ, они так или иначе платные, хотя и все в общем, относительно недорогие. Ну да, тут уже как бы дело вкуса и того, что нужно. Слушай, Андрей, а скажи, ты же прошел в этом году полностью January? Да, и удивительным образом. Кто не знает, если вдруг тут такие есть, January — это как это челлендж, да, вызов в начале с 1 апреля по 31... Ой, с 1 апреля, с 1 января по 31 января надо каждый день выкладывать небольшие скетчи, зарисовки музыкальные, тем самым как бы вот бодря себя и заряжая, да? Вот расскажи про этот опыт немного.
Да, на самом деле опыт пришел из Teenage Engineering Community, как ни странно. Весь челлендж когда-то начал, наверное, всем известный Куку. Мгм. Вот, и это было в районе 4 или 5 лет назад, я уже точно сейчас не скажу. И последние 3 года я пытался принять участие, и у меня все время что-то мешало, и все время никак не удавалось. И в этом году, внезапно 1 января, жена мне сказала, давай, ты сможешь. И в общем, как бы я, а скорее мы начали. И было непросто. Я очень сильно заморочился. Я каждый раз повышал себе планку или каждый раз выдумывал какую-то новую штуковину, которую я никогда не делал. Вот. Иногда на джемы уходило очень мало времени, они давались очень легко. Иногда на джемы уходило очень много времени, мы сидели до утра буквально там, и, в общем, иногда казалось, что ничего не получается, и все звучит ужасно, а потом через несколько дней пересматривает и понимаешь, что на самом деле классно получалось. Иногда заканчивались идеи, и тогда, вот, например, была замечательная история с Instagram Community, который устраивает челленджи на Pocket Operator 33, на КО, который сэмплер. М. Вот, они дают сэмплы, ну, просто в Инстаграме, и приглашают всех, собственно, из них собрать трек, и потом устраивают голосование. Кто получил больше всех голосов, тот получает какой-то приз, ну, такой символический, типа как рассказ о тебе как о артисте. Вот, и один из моих джемов внезапно выиграл такой челлендж тоже. В общем, это вот к вопросу о том, когда нет идей. Я открыл для себя очень много технических всяких штуковин про синтезаторы, которые я до этого не знал. Например, я понятия не имел, что если воткнуть OPZ в iPhone просто, то весь звук из OPZ очень качественно, ну, через аудиоинтерфейс приходит в камеру iPhone. Таким образом, если ты iPhone снимаешь OPZ, а OPZ включен в iPhone, то у тебя получается, собственно, сразу готовый Ну клипик да, ты буквально. выпадаешь из монтажа вот этого бесконечного, что соединять видео с картинкой. Ой, аудио с Да, картинкой. абсолютно, и при этом получается супер качественно. То есть не нужно ничего никуда записывать, ты просто снимаешь, как оно играет, и прекрасно. Я понятия не имел, что так можно. Вот, оказалось, что можно. Да, ну Э, видишь, отличная как раз вот эта штука, когда у тебя нет лишних каких-то факторов, которые тебя могут сказать, блин, да ну чем я сегодня буду снимать? Ну, лучше сниму потом, когда там настроение. А так ты быстренько, хоп, подключил к телефону, записал джем и выложил, да? Абсолютно, абсолютно. Круто, круто. Слушай, а расскажи, ты же еще максимально используешь живые все инструменты. Вот я видел у тебя на видео и контрабас. У кого вообще есть контрабас? Вот, я только тебя, по-моему, знаю с контрабасом. Да, у меня контрабас завелся, когда я сотрудничал с одной группой, с которой мы делали очень много акустических концертов. Я подумал, почему бы не купить себе какой-нибудь дешевый электроконтрабас, он небольшой Да. и при этом, так сказать, есть не просит, но штука очень классная, прикольная. Очень не похож по звуку при этом на настоящий акустический, насколько это возможно. Но я, в общем, на самом деле, вот в Джемере в последнем очень много было экспериментов. Я пытался совмещать и контрабас, и басуху с, в основном, синтами Teenage Engineering, с пэдами, ну, в смысле, с фингердраммингом, Мгм. точнее, на пэдах. То есть, как бы, у меня нет барабанов, поэтому, чтобы сделать живые барабаны, я стучал пальчиками по пэдам. Вот, делал даже джем, где, значит, бас исполнялся на контрабасе, а все остальное играл ПО-20, по-моему, он называется аркад. Ну, то есть и такой 8-бит чиптюн с контрабасом. Да, да, да. Вот, и мне пока это на самом деле одна из самых интересных идей, по-моему, которая мне приходила в голову, потому что получается, как правило, нечто очень необычное, очень живая ритм-секция, которая очень придает лайва такому всему джему, и при этом все вот эти вот электронные звуки синтовые, они совершенно невероятно как бы смешиваются со всем этим живьем. И наоборот тоже делал, когда делал, например, ритм-секцию преимущественно на синтах, а сверху писал что-нибудь типа укулеле. У меня, к сожалению, сейчас нет гитары. Вот.
вот, чтобы наоборот мелодия была живая, но при этом такой гораздо более строгий и четкий бит под ней. И мне кажется, я буду продолжать, я делаю еще саунд-дизайн, и, к сожалению, пока что ни разу не использовал, собственно, синты свои, которые в основном Teenage Engineering продукты, в саунд-дизайне, за исключением, пожалуй, одного видео для мемориала, знаете, наверное, такое российское учреждение, вот, но там это был просто полностью саундтрек под видео про Маяковского, а вот именно в саунд-дизайне, когда делаешь звуки под что-то происходящее на экране, это не бит и не трек. Вот здесь еще не применял свои синты. И очень надеюсь в этом году, собственно, это устроить и совместить это все вместе с гитарами, с бас-гитарами, контрабасами, и при этом чтобы это был не бит, не трек, а именно вот чтобы это был саунд-дизайн под конкретное какое-то видео, Да, каким бы оно ни было. это безусловно, я буду следить, Андрей. И всех призываю тоже подписаться, потому что Андрей делает реально крутые штуки классные. Необычные, во всяком случае. Ну что, Андрей, у тебя еще есть что добавить, может быть? На самом деле я не знаю, я могу еще часа полтора здесь разговаривать, но надо, в общем-то, и честь иметь начинать, я думаю, на самом деле. Да, Андрей нам тоже подготовил джем, поэтому предлагаю сейчас плавно перейти посмотреть, вот, послушать. Да, Дима, скажи нам, пожалуйста, был ли какой-то, может, интересный вопрос у нас в чате? Да, предыдущий... Так, было даже два, наверное, вопроса. Ну, первый это еще... Так, значит, еще до этого был. В общем, это сплиттер какой подключен к Copy Z. Ну, это к Артуру, наверное. Ну да, это вопрос. уже в личку пишите ему. Вот, да. Хорошо, да. Пожалуйста, пишите в личку. В Инстаграм можно. Все ссылки запрашивайте, я скину еще раз, если нужно. Да, к Андрею было что-то? Вот. Ну, вроде Или там как. все общаются Здесь просто? только вопросы, почему why are there so many Russians into teenage engineering? Почему русские используют teenage engineering? В общем, Мы не захватили. знаю. Не-не, все в порядке. Да. Ну, отлично. Пусть посоветуют чиптюн музыкантов. Вот это вот. Кстати, Андрей, ты же шаришь про эту тему. Да, я могу сказать, ну, у меня два имени одних из самых моих любимых, собственно, на языке. Во-первых, есть Dubmood. Это, собственно, такой прям чиптюн, такой немножко поп-чиптюн, может быть, для чиптюн-сцены хардкорный, но это чиптюн в своем оригинальном, скорее, обличии, при этом он очень качевый, битовый, с очень классными звуками. И есть еще команда, которая мне лично очень нравится, как, собственно, басисту и, скорее, бывшему уже рок-музыканту, это Chip Dinosaur. Вот. Это ребята, которые, у них живая ритм-секция, у них живые барабаны, все вот это вот, то есть такая рок-банда, но все сверху делается в чиптюн стиле. Причем они выступают, там у чувака хакнутый геймбой, и он там, собственно, на трекере, на геймбое делает лайвом там вот какие-то чиптюн, отлично. штуки, а под него играют музыканты, ему ритм-секцию. Это очень круто. Да, ребят, так что чекните, кому интересно это все. Все, Андрей, тогда спасибо тебе огромное за твое время, за рассказ. Вот, если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, пишите, пожалуйста, Андрею в Инстаграм и по поводу приложений, и по поводу девайсов и всего такого. Ну, а мы посмотрим твой джем. Спасибо. Счастливо, ребят. Yeah. Every technique can be used in a great many ways. But mastering it, that's what really counts.
actually count. Вау! Слушайте, отличное такое настроение лоу-файно Андрей задал. Спасибо тебе еще раз огромное, Андрей, если ты еще здесь. В общем, ребята, нас уже смотрит по-прежнему 50 человек, класс. И спасибо, что ставите лайки на нашу трансляцию. Еще хотел сказать, что сегодняшний эфир поддержал наш русский магазин Music Mag. Это официальный дистрибьютор Teenage Engineering в России. Поэтому, если вы пройдете в описание под наш стрим, то можете найти приятный бонус от этих классных ребят, которые продают вот синтезаторы Teenage Engineering. Так что, кто хотел обновить свой сетап, проходите и наслаждайтесь музыкой. Так, ну что, чатик двигается, время идет, а у нас следующий гость тем временем, который тоже сейчас представится. Предлагаю познакомиться с ним. Поехали. Привет, меня зовут Петя, и сейчас я живу в Москве. Последние 2 года в свободное время я стараюсь делать аудиовизуальные джемы с участием покет-операторов. Мне и раньше нравилось заниматься музыкой, но игра на гитаре меня слишком выматывала. А мышкой я уже достаточно вожу, занимаясь своей работой. В какой-то момент мой хороший друг Тимофей подарил мне аркейд. Я только через неделю понял, что это. Но когда понял, сразу купил SAP, затем Tonic, EKO, EOPZ. Ну и это тоже со временем купил. Но все приходило и уходило, а покеты оставались. Вау, Петя, привет. Ты здесь? Привет, меня слышно? Да, очень хорошо. Слушай, ты как будто бы где-то на курорте каком-то, у тебя Новый год или что-то такое. Ну да, или в космосе. Ты да. по-прежнему Извините, в Москве? Да. Шумы. Не, да, я в Москве, да. Просто Новый год, да, не заканчивается. Класс. Как себя чувствуешь? Как дела? Отлично, хорошее настроение, готов поговорить. Супер. Спасибо, что пригласил. Да ты что, шутишь, что ли? Ну, Кто не знает, мы с Петей устраивали у меня дома совместный джем, где стримили, по-моему, 3 часа, да, мы с тобой играли, около того. Ну, в общем, марафонили по полной. Да. Можете пройти ко мне на канал в плейлист стримов и там вот найти... Эфир называется «Где твой провод?». Вот, очень интересно было. Ты отошел с тех времен? ну, да, но по-прежнему чувствую, конечно, давление трансляции, и много людей смотрит. Да, но- есть такое. Ну, я думаю, мы в какой-то момент это поборем все вместе, потому что, ну, это непривычное. Не каждый день, короче, стримишь. Да. Круто. Слушай, Петь, расскажи, пожалуйста, у тебя же вышел релиз не так давно. Да, у меня вышла песня, первая песня, которая оказалась на всех площадках и так далее. В общем, нечего рассказать, кроме того, что я давно хотел это сделать и долго не мог, потому что сложен процесс как раз создания, сложно что-либо доделывать до конца. Да, прекрасно тебя понимаю, кстати. Да, вот как раз в интро был путь устройств, которые у меня были, и, наверное, это тоже имело значение, то есть найти что-то, на чем можно было бы быстро что-то сделать, пока ты не устал, пока не надоело водить мышкой очень много. Да, и как будто бы дошло до момента, когда можно это сделать быстро и не успеть запариться. Да, слушай, а ты, кстати, в своем релизе использовал что-то от тинейджеров? Что-то я не успел спросить. Нет. Все, не вопрос. Но у тебя, я сейчас покажу, кстати, Инстаграм Пети, вы тоже можете пройти посмотреть, у тебя же очень классно визуально все подобрано, ну ты как-то вот заморачиваешь с этим, да, вот именно с видеоконтентом под свои эксперименты музыкальные. Мне очень приятно, что ты говоришь. Ну, не уверен, что я заморачиваюсь. Ну, как бы я стараюсь, но я, как правило, в течение там дня-двух это делаю, потому что как раз сложно продолжать делать долго. Мгм. Но я рад, что ты находишь это привлекательным. Нет, безусловно, да не я один. Вот, кстати, и был вопрос, я вот его
сказал раньше, вот в Инстаграме как раз написали, как долго ты создаешь свои видео, сколько на это уходит времени от идеи до публикации. Ну, вот идей, как правило, особо нету. Как правило, либо это звук какой-то, либо какое-то направление, например, парк или еще что-то. То есть всегда это какая-то неизвестность, которую ты как-то пытаешься покорить. Да, и, наверное, 2 дня самый средний такой, среднее время. То есть за день что-то пишется, а потом довольно быстро редактируется. Да, И все время... Ага. И скорость снимает небольшую ответственность. Я понимаю, что это не очень хорошо, потому что чем быстрее, тем как бы ты думаешь, ну я же быстро сделал, как смог, типа. Но все время поэтому думаешь, вот подольше бы что-то поделать, тогда получится круто, но подольше не получается. Да, я сейчас как раз показываю видео, где ты на ПО-33 записал вот свою кухню, звуки кухни, и как раз сделал трек, да, из этих звуков на КИО, да? Ты Ну просто... да, просто поставил камеру и начал искать что-то по кухне. Да, так и получилось. Да, круто. Да, еще такая прямо советская у тебя обстановка там на фоне. Да, это квартира, которую мы снимаем. Мы только в нее въехали в тот момент, и сразу же захотелось показать кухню всем. Да, это здорово. Слушай, Петь, еще был вопросик. Вот такой вопрос. Смогут ли операторы заменить полноценный лайв-комплект на выступлениях? У тебя как вообще с лайвами обстоят? Плохо. Ага. Следующий вопрос. Давай. Вообще, ну, у меня с лайвами, да, так себе, потому что, ну, боязнь как бы публичных каких-то выступлений, да, но отвечая на вопрос гипотетический, наверное, да, я бы сказал да, потому что это у покетов как бы такая философия, что за несколько кнопок можно изменить почти все. Мне кажется, для лайвов это круто, особенно когда ты один. Поэтому отвечу просто да, можно вполне это все провернуть. Да, ну Особенно, вот... Да-да-да. особенно если использовать еще что-то с ними, да. Да, вот как раз у меня, в принципе, сетап из этого состоит. То есть у меня несколько КИО, вот, обычно на одном это драм, там хай-хед и всякое, вот, тоник, да? У тебя же тоже тоник есть? Ну да. Он у тебя, ну, за драм отвечает в основном, да? Ты же его еще и с микротоником, я так понимаю, пользуешься. Да. Ну, у меня была идея использовать только его какое-то время, но там приходится вот этот микротонить, то есть питчить довольно сложно на ходу какие-то мелодии. Но интересно, потому что ты никогда не знаешь, какую мелодию ты найдешь, когда крутишь питч. Уже на И покете? как бы... Или... Да. На самом покете, да, допустим, у тебя есть какой-то тональный звук на нем, и когда ты будешь крутить питч, у тебя он будет меняться на ходу мелодия. И если ты играешь на каком-то знакомом инструменте, ты уже примерно знаешь, где что, то здесь это будет какое-то, как, не знаю, как рукой по небу водить и что-то. Да. И, ну, интересно приходить к каким-то, ну, неожиданностям. Да, это кто не в теме, тоник покет маленький, да, вот этот наш самый... Вот, кстати, я сейчас покажу, что... Вот он. Его можно контролировать с помощью VST-плагина микротоник. То есть изначально это был VST-плагин, и уже ребята сделали на основе этого плагина вот всю начинку для тоника. Поэтому как драм-машина я вот реально ее только использую для музыки. И очень даже успешно. Ну вот, как раз вполне реально на нем все партии сделать, потому что там довольно прикольный бас. И, ну, короче, можно, ну, все распределить, и как бы количество звуков получается тоже очень большое, и кроме того, что это звуки, еще и диапазон между этими звуками, как бы. Да. Ну, там же реально от верхов до самых, ну, в одном звуке ты можешь питч опускать прямо очень низко, очень в басовый. Да. Да, отлично. Слушай, Петь, еще вопрос. Сейчас. Где он был-то? Вот, что тебя больше вдохновляет на творчество, вот, на создание? Не знаю, как бы ты ответил на этот вопрос? Я бы сказал, простота устройства.
как раз, наверное, было ключевым каким-то, потому что так-то давно уже какой-то есть причастность к музыке, но вот когда ты можешь очень, ну, повернуть буквально пальцами, у тебя уже какая-то есть идея, то есть это сразу же быстро тебя завораживает, а когда это секвенсор, у тебя сразу есть какие-то слои, ты как бы, ну, удается легко втянуться, да, и... То есть быстрый вход, да, ну, происходит, вот. Да, и то, что ты можешь взять его, не знаю, в кровать, в ванную, да, и продолжать это делать, не вставая с кровати. Все самое крутое происходит, не вставая с кровати. Да, и, кстати, вот ты классно сказал про ванну, потому что если его уронить, то тебя не долбанет током. Если ты с каким-то другим девайсом полезешь. Ну, в отличие от Octatrack, да. Ну, типа того. Но у меня просто тоже как раз вот сработал этот форм-фактор, то, что и в рюкзак ты забросил, поехал, ну, как бы без проблем. И в парк пошел погулять без проблем, и еще можешь потом с этим всем сетапом, ну, дальше день проводить. То есть тебе не надо думать о каком-то чемодане или еще чем-то. Слушай, еще такая штука, я просто заметил, что со временем, ну, Pocket как бы первые синты, на которых я поиграл, со временем начал чувствовать, что я во всех синтах ищу то, что я как бы вот в них увидел, именно вот, ну, эффекты, которые ты, панч-эффекты, которые как называются, и мне кажется, я как будто бы во всем после преследую ту же философию, что я могу взять и на всех инструментах, там, чтобы вырос дикей, например, или чтобы на всех дорожках сразу произошел какой-то дисторшн, ну, то, что, например, эффекты тоника, например, происходят. И мне кажется, когда я на какое-то время ушел в до, я все то же самое пытался сделать, что оформлено в Pocket, как бы. Ну да, и... потому что... Да. Да, потому что ты как будто очень легко сделать, то есть ты раз и поменял картину... На противоположную, да. Ну да, каким-то нажатием сделал все сразу отрывистым или зареверсил все. Может быть, это примитивно в каком-то смысле, но зато ты чувствуешь сразу изменения, и оно тебе как бы все поменялось. Ну да, то есть не ходишь по одному и тому же квадрату, а бац, и какой-то у тебя новый рисунок, и настроение появилось. Слушай, здорово. Петь, ну что, у тебя еще что-то планируется? Какое-нибудь, может, видео в ближайшее время в Инстаграм или еще куда-то на YouTube? Что-то готовишь? Ну, я все время, я давно хочу начать выкладывать подольше джемы для YouTube, но меня не хватает на них, потому что начинаешь думать, кому будет интересно просто смотреть, как ты 10 минут играешь. Думаешь? Не знаю. Не знаю. Мне кажется, не стоит об этом запариваться. Просто отпустись творчеству и делай, нет? Ну, звучит круто, да. Наверное, ты прав. Петь, ну вот смотри, мы с тобой договорились, что ты трек выложишь. Ты выложил. Теперь я вот буду ждать, чтобы ты выложил 10-минутный лайв. Вот, с удовольствием заценю. И также, ребят, рекомендую подписаться на Петю. Вот, проходите по его ссылкам и подписывайтесь. Петя делает очень классные штуки. Ну, я такого тоже не видел особо нигде. В общем, круто. Петь, спасибо тебе огромное. Да, давай тогда сейчас перейдем к твоему джему. Может, скажешь пару слов, просто чтобы мы посмотрели и уже дальше двинулись. И я думаю, как раз сейчас время уже. Что ты использовал? Джем? Про сам джем? Да. Да, ну в джеме тоник, сап, да. Что неожиданно. Не знаю, с чего вдруг это неожиданно. Ну, не знаю, я редко вижу сап у людей. Ну, тоник, сап, KO, Zoya от Impress, педаль. И Korg Monotrон, конечно. Куда без Korg Monotrона. Понял. И там получается, что только басовая партия одна предзаписана, остальное все как бы джем, как бы, то есть я толком не знал, что будет. То есть ты вот как раз импровизировал. Пытался, да. Ну, я несколько раз это сделал и выбрал тот, который мне понравился. Ну, и это как бы что-то вроде мэшап, говорят, когда... Совмещение, да? Совмещение, да, этого одного из моих любимых
композиторов. Не знаю, А, узнает кто-то его или нет. слушайте, интересно. Ну, в общем, если вы не узнаете и вас будет мучить этот вопрос, можете написать Пете, и он вам расскажет все свои секреты. У меня есть Да. пак на тоник, который я пытался имитировать звуки из одного его как бы саундтрека. А, да? И что, у тебя получилось? Мне кажется, относительно да, но надо еще, конечно же, мнений. А, понял. Ну, закидывай, покрутим. Круто, Петь, спасибо. Слушай, правильно я понял, у тебя в джеме есть небольшая пасхалка на Зое, нет? Может быть. Не знаю, не знаю. Может быть, это совпадение. Не думаю. Ладно. Все, спасибо тебе, Петь, огромное. Давай тогда посмотрим твою работу. Вот, ребята, подписывайтесь на Петю. И спасибо тебе за твое время и что уделил нам. Всем спасибо. Тебе спасибо. Все, до встречи. Спасибо. Давай.
Обалденно. Петь, спасибо тебе еще раз огромное за такую работу. Неожиданно было слышать такой прям суровый ритм. Дим, слушай, ты еще здесь? Марк? Да. Да. Скажи, пожалуйста, как там чатик поживает? Все ли еще в недоумении, что происходит? Все рады, все прям, все, чатик бурлит. Класс, класс. Слушали прям так внимательно. Отли- Слушай, да. да, знаешь что? Сейчас еще, значит, говорят, это про Петя, это брат-близнец Сэмплика. Да, похоже, сказали. Нет, мы с Петей просто друзья. Пока еще не братья. Да. Пока еще не братья. Хорошо. Еще, кстати, вот спрашивают, когда следующий юный техник. Ну это как только, так сразу. Поэтому следите за обновлениями, подписывайтесь на меня, на ребят, на Music Mag, потому что обычно мы это устраиваем с Music Mag'ом, и так что вот, не пропустите. Поэтому когда-нибудь да будет обязательно. Да. Еще тебе вопрос, кстати, тут, Паш, будут новые видосы с джемами с гостями? Вау, да, Видимо, очень, очень хороший вопрос. Опять же, думаю, это к теме про юный техник, потому что у меня в этом... Ой, уже год прошел, как родился мой саундмастер, сын, вот, поэтому мы сейчас немножко изолировались от всего и сидим в небольшом этом пузыре, вот, но как только все наладится, обязательно всех приглашу, вот, так что если у кого-то есть классные идеи и вы готовы посотрудничать, вот, пишите обязательно, что-нибудь доустроим когда-нибудь, вот, это все супер. Да, спасибо, Марк, что чекаешь процесс, потому что я тут реально как этот паук с руками что-то переключаю, в общем, за чатом вообще не слежу, спасибо. Да, ну что ж, следующий гость у нас это... Так опять же, что я буду рассказывать? Он сейчас вам все прекрасно сам расскажет. Поехали. Сейчас. Всем привет, меня зовут Денис, я живу в Москве, музыкой занимаюсь уже лет 10. Начинал с ударных, а когда освоился с ритмом, взялся и за гармонию. Но сольфеджио мне не давалось, и я подошел к этой проблеме как инженер и как дизайнер. Я придумал, как изучать музыку визуально. Просто сопоставил нотам цвета, напечатал наклейки и обклеил ими почти все, на чем можно играть. Так появилась целая дизайн-система и визуально-музыкальный язык Хроматон. С тех пор я нашел массу других его полезных применений. И, кстати, выпустил уже несколько альбомов. Первый я записал в GarageBand на iPad. Потом учил тональности Soapy One и уже пару лет постигаю композиторство Soapy Z. Я давно решил, что мой сетап будет помещаться в рюкзаке и работать от батареек. Я люблю играть в новых местах и брать музыку с собой в путешествии. Вау, Дэн, привет! Эй, привет. Вау, что-то звук крашится из микрофона твоего. Крашится. Громко слишком. Не, он прямо шуршать начал. Так. Да, то же самое. Может, это у меня что-то? Дима, скажи что-нибудь. Говорю что-нибудь. Нет, ты нормально. Буфер, может быть, поменьше сделать. А где буфер? Что сделать? У меня можно комп вообще не нажимать. Это всего включал, вообще хочу показать, нажать поменьше. Слушай, да, очень прямо крашится звук. Может, перезагрузиться нам? Ну, давай. Или звуковую? Алло. Нет, то же самое. Нет проблемы. Как это звучит? Разрушается? Ну, у тебя эхо, во-первых, и еще такой треск. Чуть-чуть, знаешь? Я понял, ребят. Сейчас. Давай. Да, давай тогда пока... Кстати, вот у меня сегодня весь эфир на фоне играет музыка. Это как раз новый релиз Дэна. Поэтому сейчас, когда он все отладит, мы про него и поговорим. Скажи, а вот сейчас... Вот сейчас идеально, Дэн, привет. Есть? Все, да, простите. Да, без проблем, ты чё.
Сейчас я Чуть-чуть. тебя выведу, Ну, подожди. готовься. Ага. Пау. Вернуть бы обратно громкость. Я сделал. Да, Хорошо? супер, да, Слышно супер. громко? Yes. Привет, Дэн, как дела? Привет, ребятки. Круто вообще сегодня. Ну, вообще, ты про релиз сказал, да, вчера был релиз, сегодня там я тоже был в коллабе, такой музыкальный коворкинг, общался с ребятами. В общем, так насыщенно, весна как-то начинается, классно. Да, все в предвкушении, что же будет, лето скоро, в общем, да, закипела Да, жизнь да. везде. Но, слушай, ты где вообще сидишь? Расскажи немножко, что это такое у тебя за спиной. Ну да, я дома, но у меня здесь такая дизайн-студия, что ли, своя какая-то. То есть там принтеры, сканеры, плоттеры, даже 3D-принтер и все такое. То есть я там рассказывал про наклейки, но это так звучит, взял и напечатал. Но на самом деле, пока я их разрабатывал, их ты печатаешь, там вырезаешь на плоттере, примеряешь, понимаешь, как это переделать. То есть там целый дизайн процесса, вот как раз когда это все есть, вся в наличии, это, блин, ну, иначе это занимало бы не там 2 года, а 20. В общем, у тебя все под рукой, да, я так понял? Да, я стараюсь так. Но на самом деле еще куча всего на дачу я тут вожу. То есть у меня мастерская и куча всякого оборудования, и столярка, и все такое. Но вот в последнее время музыка больше занимает. Во многом потому, что не хламятся вещи. То есть ты сделал стол, ну окей, поставил себе стол. Сделал там стол, не знаю, для всех членов семьи, но уже потом их девать некуда. А треки, они так аккуратненько складываются, там, не знаю, на YouTube куда-нибудь, в папочки. Вот, и можно много творить. Да, кстати, мы когда с тобой общались, вот на днях тоже в Дискорде, ты так лихо переключал в OPZ свои скетчи. Вот как раз к слову о том, что удобно хранить, да? Что... Да, ну на самом деле вот целого памяти одного OPZ хватает где-то на полгода, я думаю, максимум. Потом все забито уже и надо... Ну, ничего себе, на полгода. Ну да, я упаковываю, как бы, в принципе, один трек бывает не на целый, даже вот сколько там, 16 паттернов, а на 8, то есть я, в принципе, умещаюсь. Тем более, что я тут сейчас тоже с пультом, на пульте много можно чего сделать, с одним даже лупом прям круто сделать. Да, ты же как раз юзаешь, про что Артур рассказывал, да? Подключаешь по USB. Да, вот как раз сейчас переключу камеру, должно быть, наверное, видно. Да. Сейчас пошло, да? Да. В общем, вот, да, я сейчас подключил пульт, и как раз, да, то, что Артур рассказывал, там у меня сейчас такая схема, не хватает портов в MacBook'е, поэтому, в общем, дикая история. Значит, MIDI-сигнал исходит отсюда по Wi-Fi, по Bluetooth, идет в комп. По Bluetooth уже он идет в iPad, и из iPad по USB приходит сюда на пульт. Вау, слушай, вот, у тебя реально ЦУП. Вот, да, но это все работает, то есть это настоящие здесь ноты, и там, короче, 8 страничек настроек получается, да, и целый как бы... мир, вот. Ну, это мне больше нравится лайвовая история, поэтому я, наверное, тут единственный, кто будет играть вживую, да. Вот, потому что мне вот запись кажется в итоге совершенно другим жанром. Я где-то читал, это было, я не помню, где это было, но, в общем, что музыка записанная, это как картины, да, получается, это как уже ты пишешь слоями, можешь отойти, добавить, убавить и так далее. А лайвовая музыка — это как бы то, что было музыкой раньше только, как бы, когда музыканты играют вживую, и как бы вариантов нету, как бы. Вот, и поэтому эта часть, она такая более, ну, не знаю, как сказать. Ну, ближе тебе, да, я понял. Не-не, очень, да, почему нет? Все когда-то... В общем, да, здорово. Дэн, слушай, а расскажи про свои проекты. Вот у тебя есть классный проект «Хроматон». Да, давай я экран покажу сейчас. Давай. И пробегу коротко, быстренько по тому, что есть. Ну вот, во-первых, это ЦУП, да, ты показываешь, да? Да. Вот мой новый релиз, хотел его показать, да, это такая важная веха, я к ней долго шел, это первый трек мой с вокалом, там много всего сделано, и это вытащено из OPZ непосредственно, то есть все партии там сыграны на нем, но подорожечно, в цифре по USB выгнаны, и поэтому качество прямо, ну, на уровне, то есть ребята серьезные в индустрии вроде как одобрили, вот, это приятно. Ну вот и есть подтверждение, что это сыграл точно так же с пультом и с зэшкой. Вот. Ну и хотел показать вот всякие картинки, что я люблю вот делать такие цвета и
проецировать это во время лайвов куда-то там на проекторе, на себя, на сцену, на что-то такое. И это тоже вот там на мышку реагирует, и в теории, я не знаю, сейчас получится. Нет, сейчас, наверное, не сработает, но вообще оно и на бит реагирует. А, на MIDI, да? иногда. То есть получает MIDI. Да. И вот, собственно, MIDI, то есть, ну, я рассказал чуть-чуть в превью про хроматон, и то, что это целая огромная история, там, и с теорией музыкальной, и с кучей практики, то есть я сам изучал, мне было интересно, а как же, например, там вот звучат супер низкие ноты, ниже там минус 4 октавы, и вот для этого мне пришлось, я написал такое приложение, его можно тоже потыкать у себя. И, собственно, много приложений. И вот одно из них я сейчас прямо использую, буду использовать в джеме. Это вот этот вот MIDI. Ух ты. MIDI монитор, он уже заполненный, но идея в том, что вот я делаю ноту, и он ее играет там. То есть он показывает мне, какие ноты сейчас играют на, собственно, MIDI-канале. Вот. И вот это начало моего джема, вот его можно видеть. И это самое интересное. То есть мы видим, ну, не черно-белую картинку, как вот музыканты играют на черно-белых клавишах только. И у них как будто мир весь черно-белый. Да. А здесь получается, ну, ты видишь вот примерно соотношение цветов. То есть у нас, там фиолетовенький. Ну, и то есть можно интуитивно уже узнать там что-то такое. И что приятно, можно прямо отсюда играть мышкой. Вот я сейчас нажимаю. Так, вот, эта штука работает, то есть... А сам вот этот звук флейты, он откуда сейчас идет? Это OPZ. Это из OPZ все. То есть, опять же, да, по Bluetooth туда идет вот этот MIDI-сигнал. Вау. То есть, вот наверху, если, не знаю, видно, не видно. Видно, вот видно, да. OPZ Bluetooth и iPad Bluetooth. И вот с помощью вот того, что вот я как бы здесь нажимаю, включаю, выключаю, то есть происходит роутинг. То есть не просто они показываются, но и непосредственно я с iPad передаю сигнал в OPZ через вот это веб-приложение. И это, ну, моя вообще любовь и страсть — это веб-приложения, потому что каждому доступны, они всегда свежие, не надо ждать обновлений, не надо ничего покупать, заходишь, пользуешься. Это идеально. Правда, только в Chrome, потому что в Firefox вот что-то не работает. Ну, они не сделали WebMIDI. Да, вот, кстати, кто заинтересовался, Марк, я так понимаю, постит сейчас ссылки на проект Дэна, поэтому, да, заходите, смотрите, как это все работает. Вот, да, Дэн, продолжай. Да, и вот я хочу показать paper, то, что называется paper, MIDI paper, то, что я называю, это как бы визуализация тоже нот. Ну, тоже я вот, у меня 2 джема на самом деле, поэтому я предлагаю чуть-чуть сейчас вот маленький короткий джем сделать вот 70 ударов, а следующий будет 120. Давай. Как? Ну вот здесь вот видно, что я просто прокомментирую, чтобы это интересно именно пронаблюдать, что это не просто реагирует на звуки, да, здесь каждая нотка, она отображается, она имеет свой эффект. Вот смотрите, бас. Так, а где он? Вот он. Ну, это просто такая маленькая зарисовка, да, но мне хотелось показать, что здесь эффекты, они не двигаются. Они появляются и исчезают. И это вот ощущение бумаги, которое вот постепенно обновляется, и ты можешь на ней рисовать своими нотами, своими звуками. Это, мне кажется, ну, блин... Короче, я люблюсь. И это работает даже на iPad, там, правда, нужен специальный браузер, WebMIDI браузер. Ага, классная концепция. А у тебя еще какие-то... Ты их обновляешь, или ты пока вот только такую одну сделал? Кстати, да, вот я прямо сейчас... Ой, ну тут, конечно, накопилось, но я вот сейчас прямо этим занимаюсь, то есть вот эту штуку обновляю, и если на ней сейчас я включу вторую маленькую зарисовочку, то она немножко будет другой. Сейчас мы в ней разовьемся. Смотри, бас чуть жирнее. Да. И... Сейчас.
Ну да, я вот могу поменять здесь цвета фона, сделать их насыщенными какими-то. И в этом смысле это довольно такая подвижная история. И сейчас я завершу как-нибудь красиво. Давай. Вот так. Е. Да, слушай, и здорово, что у тебя это все открыто, то есть ты делишься этим со всеми и не стесняешься этого. Да. Ну, я, в принципе, сначала стеснялся, что думал, ну, как и все начинающие, думают, что у меня код плохой, грязный там, и как-то стыдно, но по факту не так много этим интересуются, то есть я это все выкладываю, ну, где-то люди ходят мимо, там особо не замечают, Ну честно да. говоря. Но вот на экране можно показать, Мгм. вот есть GitHub, если кто-то хоть в этом понимает, то есть вот здесь есть MIDI-мэпы различные, которые я выкладываю, и, в принципе, исходные коды не только мои, даже вот я нашел MIDI Fighter Twister, вот они выложили прошивку своего вот этого девайса очень крутого, и тоже open source. Ну, опять же, они сказали, ну, делать, что хотите. Ну, особо просто это много времени, внимания и так далее, поэтому понятное дело, что до этого доходят единицы, но те, кто доходит, они находят, конечно, сокровища, потому что, ну, очень много материалов. Вот у меня 2 страницы всяких штук, и лаборатории, и тюнер очень интересный есть, который настраивает тебе твои инструменты по цветам. Ух ты. Вот, тоже можно настроить свои там синие ноты, ну и так далее. То есть это работает там в телефоне, можно открыть приложение, не покупать, не скачивать, тоже, ну, клево, мне кажется. Да, мне нравится делиться. Сейчас даже посмотрю чуть-чуть. О, да. Да. Так, Дэн, ну, мы вроде все обсудили, да, или что-то упустили? Да, вроде бы все, да. Я отдельно хотел еще сказать, да, спасибо Music Mag, они там спонсируют эту всю историю. Мне они помогли, потому что выпросили у Teenage Engineering клавиатуру, и наконец-то я в строю, потому что 2 года почти был без OP1 был. Вот, и было Да, сложно это твой основной, в добыть принципе, инструмент был в девайс. течение тех лет. Ну, ты знаешь, я на нем больше учился, а потом все-таки OPZ меня как-то переманил. Ага. Вот если говорить про графику, я больше векторной графикой занимаюсь, чем растровой. То есть если вот их два сравнивать, то OP1 — это Photoshop, а OPZ — это Illustrator. И как бы я за Illustrator больше, потому что, ну, ты знаешь, там потом можно все поправить. Да, и, увеличить. Понятно. ну, короче, как функции, математика, в общем, более такое что-то. OP1, он живее, и на нем интересно вот... такие Да. какие-то немножко всегда вот с каким-то гличом, с каким-то таким шумом, что-то такое живое. Это клево, но они как раз-таки вместе отлично живут. Мне прям нравится их соединять, и особенно когда получается вот их соединить через вот этот короткий проводок раздваивающий. Ну да, но видишь, Вот ты не еще всегда как получается, а когда... как разработчик открыл для себя именно вот сочетание веба и OPZ, и это, конечно, уникальный опыт, я считаю, что... Да, вот я сейчас, наверное, второй джем попробую сделать с вот этим видеолабом моим, Мгм. то, что у меня есть эта наработочка, потому что, ну, тоже это такое приятная штука. Я видел, что вышли вот эти новые обновления интересные на видеолаб. Мгм. И думаю, что, ну, совсем это бросать не хочется, честно говоря, потому что, ну, там есть чего. Чтобы изучать, да, поделать? Нету в вебе. Ага. Ну, как бы, да, я имею в виду, что... сейчас у меня окошко тут открылось, ладно. В вебе этого просто... Ну, то есть это можно сделать, но это очень низкоуровневая такая штука, где нужны прям серьезные программисты и так далее. То есть у меня вот таких навыков еще нету. То есть кажется, что я там, типа, все умею, но на самом деле я чаще всего беру какие-то готовые уже решения, библиотеки и так далее, и между ними такой тонкий слой соединительный, такой клей намазываю, и вроде как-то работает, но вот вглубь докопаться, это нужно быть прям мозгом. И вот, ну, Кейджиро Такахаши, да, который сделал видеолаб, я за ним слежу, за его движениями, и мне очень нравится на его трудах основываться, то, что он, на самом деле, чуть дальше там пошел, и в Unity, и тоже, ну, короче... Unity тоже не бросаю. Вот, поэтому сейчас Здорово. включу пока. Да, давай. Дэн, ну тогда мы сейчас плавно переходим к джему, да, уже? Ну да. У нас как раз сейчас Да, по я времени щас его так и включу. было запланировано. Ты будешь, да, что-то транслировать еще на монитор? Да, я сейчас включу вторую программку, трансляцию экрана. Угу. Сейчас, секундочку. Давай.
Дим, может быть, есть какой-то быстренький вопрос из чата перед джемом? Спрашивают, почему Денис еще не работает в Teenage Engineering. Ну, на самом деле, я на себя работаю, я боюсь, что Да, у мне Дэна так сложно много заниматься проектов, что... чем-то другим, да, да. у меня очень много проектов. Я, наоборот, их, может, приглашаю к нам присоединяться, у нас есть всякие интересные движухи. Да, круто, круто. Но в любом случае, заходите к Дэну на странице, пишите ему, если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите что-то предложить. Денис ко всем открыт и готов к коллаборациям и сотрудничеству, поэтому класс. Так, ты расшерил, да, нам Где? скрин еще? Да, я сделал он черный пока, там Ага. загорится. Окей, картинка. да, я тогда перещелкнусь, как будет. Окей. Ну что, я начинаю тогда, я все тогда гашу микрофон. Да, давай, Да? погнали. Ну все, поехали.
Дэн, это было восхитительно. Да, я промахнулся мимо не того паттерна. И сыграл Вообще чуть все не всё органично. не то, не совсем. Ну, Не-не-не. блин, это лайф, короче. Пум. Ай, Круто, круто. Немножко переволновался, да, потому что там еще третья часть, короче, была. Ну ладно, в общем, в целом клево, я доволен. Здорово. Не, очень. Я прям еще монтажик делал параллельно, но вообще потом посмотришь. Круто, круто. И все это. А это. Все сырое, но это как раз-таки, мне кажется, клево. Потому что это, по сути, какие-то зарисовки следующего альбома, и я как раз в промежутке сейчас нахожусь между релизом, да, и чем-то новым, и вот какие-то эскизы. И что самое интересное, я вот здесь 120 все еще BPM, Да. а вот я перед этим поиграл в 70, и прям что-то прям классное. Мне кажется, может быть, дальше я То есть ты что-то буду нашел медленно какой-то делать. новый ритм, да, Что- для себя? Да, я что-то всегда думал, что надо больше 100. А оказывается, можно медленно, и тогда у PZ он немножко поторапливает. Тут я могу сказать, что он, в принципе, вот там есть вот этот панч-эффект, который... Ну, короче, когда он делает 16-е удары, Ага. 8-е, 16-е, и у тебя какой-то есть паттерн, потом он так соблазнительно нажать этот панчин эффект, и все ускоряется немножко. Вот, и как раз-таки на медленных темпах это может не разгонять вот до таких вот прям... Понятно. Слушай, скоростей. здорово, да. И, кстати, хотел я уточнить, что эта вся графика, которую вы видели у Дэна, это было real-time, веб, в браузере, ну, просто в хроме, да? Как это еще сказать? Ну вот последний вот это все-таки уже был Unity сделанная Да. история, вот, но да, то есть частично, короче, я думаю, можно это перетащить. Я там веду переговоры сейчас с одним дядькой, каким-то японцем, короче, Ну, тоже. здорово. Вот, чтобы он мне там, может быть, если он мне даст какие-то шейдеры, я их смогу в веб воткнуть и точно так же сделать. Вот, просто они как бы начинают придумывать какие-то форматы, что там
подписка какая-то и так далее, а я все-таки за open source, чтобы просто вот давать. Да. Круто. Дэн, Вот, и смотреть, что получится. спасибо тебе огромное за твою философию и вообще за твое творчество. Вот. Подписывайтесь, пожалуйста, на Дениса, следите за его проектами, потому что они очень уникальные. Вот. Ну, правда. Спасибо тебе, Дэн, за твое время и за джем. Вот, классно пообщались. Надеюсь, еще увидимся. Да, и, кстати, мы с Денисом, вот он был первым моим гостем на «Где твой провод?». Такое шоу я пытался придумать. Вот, поэтому тоже, если не видели, приходите на канал ко мне, и в плейлисте стримов можете посмотреть. 3 часа мы там, по-моему, тоже с тобой играли. Ну, в общем, просто 3 часа творчества. Круто. Самый раз. Денис, спасибо тебе, да, еще раз. Тогда до новых встреч. Спасибо Вот, и тебе. на связи. Все. Всем пока. Вау, ребята, что происходит вообще? Очень здорово, очень здорово. Классно. Ну вот так всегда, уже пришло время заканчивать, а только разогнались. Поэтому я предлагаю всем, кто еще с нами, а нас еще 50 человек смотрят и 60 лайков на канале. Вау, класс. Спасибо, ребят, огромное, кто с нами был до конца. Еще раз хочу напомнить, что в описании под видео вы сможете найти классный бонус от Music Mag. Проходите, смотрите. И что же напоследок? Дим, может быть, есть какие-то вопросы еще у нас в чате, чтобы мы уже потихоньку начинали закругляться? Джеспер Кутфолд спрашивал, что за софт у Дениса. У Дениса, да. И, ну, в принципе, уже ответили, что основан на Unity, тот, который он сейчас использовал как раз. А проект, про который он говорил, это Chromaton. Да. Собственно, еще на сайте. Ну, ты ссылочками поделился, думаю, ребята не пропустят. Да. Здорово. Да, спасибо. Еще тогда, Дим, если... На этом все, да, у нас по чату, в принципе. Я просто сейчас еще параллельно пытаюсь вспомнить, все ли я сказал, что хотел. В общем, ребят, у меня еще на аутро есть небольшое видео от тоже музыканта, который активно пользуется OPZ. Сейчас я его потихонечку буду открывать. Его зовут Женя, он сам из Петербурга, сейчас живет в Москве, и вот он написал о своем видео, что касательно создания трека, он был записан в Турции, и там же и снято видео. За основу был взят сэмпл просто был взят сэмпл, снимал видео уже почти в последний день, поэтому получилось так меланхолично. Вот, ну, о чем речь, я вам сейчас все покажу. Сделан трек полностью на OPZ, поэтому предлагаю на вот такой финальной ноте музыкально-танцевальной, в общем, заканчивать наш стрим. Спасибо вам огромное, что были с нами все эти, сколько уже, ну да, практически 2 часа, мы уже в эфире. Все, ребят, надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо огромное Teenage Engineering за то, что пригласили провести этот стрим у них на канале. Это уникальное вообще событие для нашего русского сообщества, для всех пользователей и любителей их продукции. Вот, давайте развивать это все и наслаждаться музыкой. Все, ребят, я с вами потихонечку начинаю прощаться. И до скорых встреч. Сейчас будет видео, и потом небольшое аутро еще. Так, 5 сек. Куда идти, куда бежать? Да, все, всем пока.